Книга тайн, ждущая, чтобы ее наконец раскрыли, это наша жизнь. Только внутри себя можно познать тайну того, кто мы есть на самом деле. Ведь мы все еще остаемся загадкой для самих себя. Приглашаем сюда всех, кто ищет поворотную точку, откровение, которое способно придать жизни новый смысл. До середины 80-х годов прошедшего века считалось, что способность к мышлению свойственна только человеческому мозгу. Затем следы интеллекта были замечены и в разных системах организма человека. Были обнаружены молекулы, циркулирующие по всем органам этих систем, которые доставляют информацию от мозга и могут действовать самостоятельно. Лейкоцит умеет отличать опасную бактерию от безобидной пыльцы и сам принимает решения. Тысячи нервных окончаний имеет слизистая оболочка пищеварительного тракта. Его задачей раньше считался только контроль получения питательных веществ из пищи. Теперь стало ясно, что нервные клетки кишечника формируют стройную систему реагирования на раздражители. Например, ваш конфликт на работе, угрожающая опасность или смерть близких. Эта система не уступает высшей нервной деятельности по сложности и эффективности. Ваша толстая кишка, печень и желудок способны мыслить, просто они не используют как мозг язык слов и образов. То, что мы обычно называем инстинктивными реакциями, на самом деле представляет собой лишь одну из форм разумной деятельности миллиардов клеток. Разумность клеток нашего организма гораздо древнее, чем разумность коры нашего мозга, и могла бы служить наглядной моделью космоса. Оглянитесь вокруг, и вы увидите, что космическая мудрость во всем проявляет стремление расти, развиваться и творить. Но люди далеко не все хотят этого. Ваше тело лучше взаимодействует со Вселенной, чем ваш разум. Все клетки, безусловно, принимают самое активное участие в таинствах жизни. Вот факты из повседневной жизни клеток вашего организма. Каждая клетка без всяких условий работает в первую очередь на благо и процветание всего тела, и только во вторую на свое благо. Она готова погибнуть раньше отпущенного срока, чтобы защитить тело. Клетки иммунной системы, например, тысячами умирают при вторжении болезнетворных микробов. Даже в условиях личной выживаемости их система ценностей исключает эгоизм. А вы знаете свое высшее предназначение? Каждая клетка тесно взаимодействует со всеми остальными. По всему организму свободно перемещаются курьеры молекулы. Они передают информацию о каждом желании и намерении тела, включая самые мелкие. Самоизоляция и отказ от коммуникации здесь недопустимы. А вы ощущаете единство между собой и всей жизнью? Клетка всегда динамично приспосабливается к постоянно меняющимся условиям. Она поддерживает гибкую внутреннюю организацию, чтобы соответствовать требованиям каждой конкретной ситуации. У нее нет устойчивых привычек. А ваше самосознание всегда готово к переменам? Чувствуете ли вы все, что происходит вокруг, каждое мгновение? Клетки принимают друг друга и признают важность каждой.
Любая функция организма взаимосвязана со всеми остальными и не может осуществляться независимо от них. А вы принимаете всех как равных, без осуждения и предубеждения. Каждая клетка обладает набором уникальных свойств и функций. Например, клетки печени способны выполнять 50 различных типов задач. Несмотря на это, все клетки тела творчески сотрудничают друг с другом. Вы, например, можете переваривать совершенно незнакомую пищу или научиться исполнять незнакомый раньше танец. Поэтому клетки совершенно не привязаны к прежним моделям поведения. А вы ловите каждое мгновение своей жизни с обновленной творческой энергией, не цепляясь за то, что устарело и изжило себя. Как и жизнь всей Вселенной, жизнь клетки подчинена циклу чередования активности и покоя. Проявления этого круговорота весьма многообразны. Изменение уровня гормонов, колебания кровяного давления, ритмы пищеварения и многие другие. Наиболее выразительным из них является сон. Его недостаток приводит к серьезным нарушениям. Избыточная и постоянная активность, безусловно, вредна. Ваша жизнь тоже проходит в соответствии с ритмами Вселенной. А вы знаете, что находитесь под ее заботой и защитой. Каждая клетка функционирует с минимальным расходом энергии и совершенно уверена, что будет всегда обеспечена всем необходимым. Поэтому ей не нужен избыток пищи, воды и воздуха. Обычно в стенках клетки накапливается запас кислорода и питательных веществ всего только на 3 секунды. А вы знаете, чтобы преуспеть в жизни, не нужны сила, власть и упорство, а только позволить миру приносить вам то, в чем вы нуждаетесь. Клетки связаны общим генетическим наследием, и они знают, что являются единым целым. То, что клетки печени отличаются от клеток сердца, а клетки мозга от клеток мышечной ткани, никак не нарушает их единство. Мышечную клетку можно превратить в сердечную. Все клетки всегда связаны со своим источником. Отверженных здесь не бывает. А вы ощущаете связь с источником творения? Способность клетки отдавать – это главное. Так поддерживается единство всех клеток тела. Отдавая, клетка автоматически получает. Стяжательство и накопление не имеют смысла. А вы сознаете, что отдавая, вы обретаете изобилие? Клетки размножаются и передают дальше свои знания, опыт и способности, ничего не скрывают от своих потомков. На физическом плане клетки покоряются смерти, но побеждают ее на высшем плане. Это разновидность бессмертия. Конфликт поколений здесь неизвестен. А вы смотрите сквозь призму бессмертия на все перемены, включая рождение и смерть. Из всех этих качеств соткана повседневная жизнь вашего тела. Все, что вы могли бы узнать о таинстве жизни, давно уже известно вашему телу. А теперь вспомним некоторые качества людей. Эгоизм, самоизоляция, ощущение собственной отверженности, жадность, неприятие того, что есть, чрезмерная деятельность и агрессивность. Вы можете назвать и другие. Почему же люди так поступают, если их клетки знают, что нельзя вести себя подобным образом? Мы предаем свою телесную мудрость, и что еще хуже, мы игнорируем тот
образец совершенной духовной жизни, который находится у нас внутри. После многих веков разобщенности и эгоизма, готовы ли вы отдаться великой тайне жизни настолько, чтобы дать ей спасти вас? Да разве есть у вас другой выбор?